Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, издревле, испокон веков люди обращались к демоническим силам для того, чтобы получить богатство, славу, признание, помощь, знания иногда. Даймоны, демоны, божества. О демонах мы уже говорили. Христианство их изображает такими страшными, лохматыми чудовищами. Это примитивное представление. Почему-то считалось, что если на первый взгляд какая-то сущность отталкивающая, значит, это страшная или злая сущность. На самом деле зло может очень красиво выглядеть. Зло может быть очень привлекательным, очень притягательным, но это будет зло. И потому эти примитивные представления о демонах очень многое испортили, испоганили в теологии, в сказаниях о демонах и так далее. Практики тем более обращались к демонам, то есть к божествам, которые отвечают за те или иные сферы жизни человека. Этот ритуал для практиков, для того, чтобы приумножить их достаток. Хотя, скажем так, хороший практик, он в любом случае живет в достатке, потому что любой человек, профессионал своего дела, он живет в достатке. Только бездари и ничтожества орут о том, что быть нищим и голодранцем – это нормально и хорошо. Потому как, раз уж мне не дано, значит, это не есть хорошо. Хочу вам сказать, что до определенного возраста у практикующих людей собирается очень много даров, очень много благодарностей, да и вообще достатка денежного и имущества. По той причине, что они преданы своей работе, если они преданы своей работе, если они фанатично живут просто своим предназначением, то в знак благодарности силы судьбы, силы мироздания их награждают всеми материальными благами. Потому как мироздание, оно отправляет ведьму на эту землю как посланника своего, как человека, который становится посредником между силами и между Вселенной. И через ведьму Вселенная сообщает, что хотела бы, чтобы люди говорили, как хотела бы, чтобы люди обращались, какие слова нужно говорить, что надо жертвовать и прочее, прочее. То есть передает через ведьму или колдуна свое желание, свое пожелание, и человек, практикующий, передает людям то, что хочет передать им Вселенная, вселенская сила. После того, как люди прислушиваются к вселенской силе и живут согласно этой силе, они источают определенную энергию счастья, удачи. Это подпитывает богов. Это долгий вопрос, и я в своих лекциях об этом говорила. Плата за удачу, добро и зло. Если кому интересно, откройте, посмотрите. Теперь. Демон Золотан. Считается, что демон Золотан, он один из казначеев, потому что казначеев много на самом деле. Но один из казначеев или главный казначей казны демонов, демонической казны, имущества, то есть энергии денег. Демонам напрямую не нужны деньги, но энергия денег мировых денег, да, мирового богатства, оно требует определенного отношения и правильного распоряжения людям. Распределения, извиняюсь. И распоряжаются ими демонические силы. И деньги, и власть, и прочее мы всегда просим у темных сил. Как бы там ни было, что бы вам ни говорили,
это все выдумки. Вот во имя Иисуса Христа, через Деву Марию мы что-то там делаем. Все ритуалы, связанные с деньгами, с славой, имуществом, покорением врагов и прочее, прочее, о любовных вообще молчу. Все делается через темные силы. Но темная сила не значит злая сила. Разница большая. Опять же, открывайте мою лекцию «Устройство мироздания» подробно и смотрите. Теперь, что нужно для этого ритуала? Для этого ритуала нужны купюры от мала до велика. Для этого ритуала нужны золото, бриллианты и различные камни, украшения. Это ритуал для практиков. Издревле справедливо считалось, и сейчас я тоже считаю, что это правильно, что практики, которые уже смеют прибегать к силам подобного уровня, да, к силам уже демоническим, они должны быть состоявшиеся как практики. И считалось, что если у практика нету достатка, если он не может украсить свой алтарь, скажем, роскошью, то он еще не дорос до того, чтобы обращаться к демону Золотану и просить о материальных благах. Поэтому если еще у этого практика нет уровня такого, если у него нету купюр различного достоинства, если у него нет золотых украшений и прочее, прочее, он еще не достоин того и не дорос до того, чтобы просить казначея демонического мира помочь ему и сотрудничать, потому что это сотрудничество с казначеем демонического мира. И нужно его принимать достойно. Невозможно денежные ритуалы как обычному человеку, так и практикующему проводить пластмассовой утвари на полу с какими-то свечами непонятными и так далее. Силы богатства, силы власти, они тянутся к богатым алтарям. Они узнают себя, они притягиваются к атрибутам богатства и никак иначе. Поэтому я здесь показываю вам еще раз, что это все натуральные камни и золото. Различные. Белое золото. Это зеленый аметист. Это редкий камень. Потому как его не все умеют как бы гранить, видите, он сделан как-то необычно. Здесь круглый, здесь вот. Это вот как раз то самое знаменитое кольцо Паскаль Бруни, о котором некоторые нелестно выражаются. Ну, они в руках не держали Паскаль Бруни. Им простительно. Я вообще считаю 750-й пробы. Я вообще считаю, что людям недалеким вообще простительно, знаете, такие вещи. Ну, они же не видели такое. Откуда им знать? Показываю для того, чтобы вы убедились в подлинности всего этого. То есть имею в виду, что здесь должно быть именно золото, драгоценные вещи и так далее, и так далее. Только дорастив до этого момента, чтобы иметь право вообще затрагивать эти ритуалы, вы можете называть себя практиками и уже обращаться к подобным демоническим силам. Считалось, что если человек, практикующий человек, понравился демону Золотану, то он всегда приведет к этому человеку огромное количество жаждущих его помощи, что он явится во сне и скажет, каким образом сделать тот или иной ритуал, чтобы больше людей шли к нему, как сделать так, чтобы его слава распространилась по всему миру, и он стал один из самых удачливых колдунов или ведьм, потому что недостаточно просто колдовать. Нужно, чтобы твое колдовство было удачным, понимаете? Вы знаете, вот не те есть ведьмы и мастера, которые любым способом пытаются хоть копейку урвать у кого-либо.
Мастерами являются те, которым записываются за месяц вперед, за 2, за полгода, которым просят, которому не каждый попадет, и который очень спокоен за завтрашний день. И никому, извиняюсь, задницу не лижет, поскольку нет такой необходимости для этого мастера. Это вообще необычное украшение. Видите, арлекин. Здесь еще есть такой поющий бриллиант. Он вот тут висит. Да, вот. Просто здесь в общем фоне он не виден. Блеск сильный. Да, я думаю, увидели. Вот он. Это белое золото. Это вообще мне дары все. Это у нас кварц, белый кварц. Это белое золото и прочее, прочее. В общем, рубины, сапфиры. И это тоже. Так вот, все должно быть настоящим, подлинным. Только тогда можно надеяться на то, что вы притянете силу богатства. И только тогда имеете право выполнять этот ритуал, когда вы уже достигли того уровня, чтобы его принимать по-царски. Почему он требует к себе такого внимания и таких шикарных алтарей? Потому что он является в облике царя. Он и есть царь денег, скажем так. И не просто так его назвали Золотан. Тот, который дает золото, имущество, достаток. Он любит разные свечи, разноцветные свечи. И он любит вино. Но вино полусладкое ему оставляют на перекрестке. Нужно открыть бутылку или уже открыто идти туда, немного вылить на перекресток, кинуть 6 монет, то есть вылить, вино оставить, кинуть 6 монет и говорить: откупаюсь за свою просьбу, вот таким образом, или за то, что попросила, собственно говоря. Ритуал очень сильный и очень быстро срабатывает. Но еще раз говорю, что этот ритуал для уже сильных практиков, для практиков, которые достигли определенного уровня. Те, у которых нет возможности для такого богатого алтаря, этот ритуал не проводят. Ибо демона можете разозлить, и вместо помощи получите обратную реакцию. Я надеюсь, вы меня поняли. Он считает, что только тот достоин обращаться к нему за дополнительной помощью, кто уже достиг определенных высот в магии, кто достоин этого достатка, потому что этот достаток должен прийти через служение силам. Только через служение силам мы получаем благословение и дозволение вообще жить хорошо. Читать нужно 6 раз. Я прочитаю, наверное, несколько раз, пока у меня хватит зарядки. В демонических чертогах от богатства закрома ломаются. Ломятся, извиняюсь. Через край сыпятся. О, хранитель демонических чертог и демонов казны, подружись со мной и богатство притаскивай. Да золотом и деньгами меня награждай. За верность силам, за служение древним богам. Да будет у меня всегда работа. Да будет у меня людей поток. Да будет удачным мое колдовство. И довольно будет мной людской род. И народы мне будут кланяться, дарами осыпят, деньгами наградят. За верность мою силам, за служение древним богам. Демон Золотан, отныне ты мой соратник и даритель земных богатств. Жить мне в достатке, деньги тратить и не истрачивать, считать и не сосчитать. Все, что желаю, все, о чем мечтаю, просить и получать. Чтобы монеты звенели в кошельках, чтобы золото сверкало в сундуках.
и была бы вечной богатство река. Заклято. В демонических чертогах от богатства закрома ломятся, через край сыпятся. О, хранитель демонических чертог и демонов казны, подружись со мной, и богатство притаскивай. Да золотом и деньгами меня награждай за верность силам, за служение древним богам. Да будет у меня всегда работа, да будет у меня людей поток. Да будет удачным мое колдовство, и довольным будет мной людской род. И народы мне будут кланяться, дарами осыпят, деньгами наградят, за верность мою силам, за служение древним богам. Демон Золотан, отныне ты мой соратник и даритель земных богатств. Жить мне в достатке, деньги тратить и не истрачивать, считать и не сосчитать. Все, что желаю, все, о чем мечтаю, просить и получать. Чтобы монеты звенели в кошельках, чтобы золото сверкало в сундуках, и была бы вечной богатство река. Заклинаю. Дорогие друзья, если вы заметили, ведьмы и колдуны не говорят, чтобы им деньги упали с небес или просто так на халяву пришли. Они всегда говорят, через мою работу, сделать удачным мое колдовство, через помощь людям, помочь мне, чтобы люди были довольны и так далее, и так далее. Еще один момент. Вот все это относится к симпатической магии. Симпатическая магия – это когда мы к предметам, визуализируя, представляя это богатство, потому что почему я говорю столько раз читать? Пока человек читает, он представляет перед глазами, он создает в голове, он создает внутри себя реальность богатства. И это богатство потом переносится из иллюзорного мира, переносится в настоящую жизнь нашу. Так вот, к симпатической магии относятся вот подобные ритуалы, когда мы к предметам привязываем богатство. Почему нужно разложить на алтарь богатые украшения? Во-первых, потому что мы чествуем и встречаем очень древние, очень сильные, грозные силы. И они не любят, чтобы к ним было неуважение. Если это силы богатства, мы должны их встречать богатыми алтарями. Второй момент. Мы эти предметы, то есть эти украшения будем носить. Это останется у нас. Мы привязываем к этим украшениям вот все те заговоры, приумножения, ритуалы приумножения, которые должны нам служить во благо нам. И поскольку эти все украшения останутся у нас дома, это наше, то они заговоренные, к ним привязано это богатство, понимаете? И они будут притягивать и притягивать. Именно поэтому ставится на алтарь, то есть ложится на алтарь определенные там кольца, украшения. Именно поэтому надевается на фортуну определенные вещи. То есть оно усиливается, пропитывается этой силой энергии богатства и закрепляется за тем местом, где мы живем. Мы это не видим, но это существует. Это определенные энергии. Точно так же, как вы видели, что остановился дождь из-за заговора, да? Вы это увидели, это физическое проявление магии. А здесь то же самое происходит, только невидимо в тонком мире. Точно так же приходит определенная сила, она срабатывает, и получается и чистка, и привязка богатства, и так далее, и так далее. То есть есть одна часть магии, которая зрима, и вы видите, там, заговорить пупок, заговорить там головную боль, вообще болезни и так далее. Человек вылечился, и вы увидели. А есть вторая часть магии, которая происходит в тонком плане. Но оно точно так же происходит, потому что мысль материальная, это уже доказано. Оно точно так же происходит, только в тонком плане. То есть вы не видите, как пришли силы богатства, но вы видите, что вам зарплату повысили, что вам дали лучшие должности, что вам деньги начали стекаться. Там, если вы занимаетесь продажей, то клиентов стало больше и так далее. Понимаете, о чем речь? Это происходит тайно от ваших глаз, но результат явный вы видите потом. Это и относится к симпатической магии, то есть к магии, которая создается визуально в голове, в другом измерении, потом переходит в настоящую жизнь. Всем удачи, и еще раз говорю, что
практики должны своим примером показывать, скажем так, пример богатой жизни, пример достатка и так далее. Тот человек, который ходит и просит на хлеб, тот человек, который, никак, говоря о том, что много лет практики, никак это, знаете, не доказывает своим образом жизни, этот человек вас учить ничему не будет и не сможет. Это все равно, как алкашка будет учить вас не пить, да? Или человек, живущий в чулане, будет учить вас, как приумножить деньги. Вопрос, если это реально, почему ты свои деньги сама не приумножила? Или женщина, которая, скажем так, сама живет на улице и без никакого имущества, учит вас, как сделать так, чтобы у вас появился дом и так далее, и так далее. Вот о чем речь. Всегда ориентируйтесь на то, насколько человек своим примером доказывает, что его магия работает, а не просто так. Всем удачи, и демоны золота на практике могут провести 2-3 раза в месяц, не часто. Потому что этого вполне достаточно, чтобы начать больше получать от своего ремесла. И сыпятся подарки, благодарности и так далее, и так далее. А если уж он пришел к вам во сне в облике царя, то вам повезло в сотни раз больше, потому что после этого у вас откроется вот эта денежная дорога, и учтите, все это будет приходить к вам только через ваш труд и работу, не просто так. Всем удачи и всех благ.